Сколько итераций Бэтмена у нас было? Им впору клички давать, как двойникам Путина. Даже свой банкетный есть. А еще есть комиксный, кроссоверный, танцор, расист. А эта нора глубже, чем кажется. И вот в 2022 году список пополнился нуарным, потому что сольник в киновселенной DC приказал долго жить, а права тем временем простаивают. Из плюсов там был сам Готэм, неплохие, а иногда и выдающиеся актерские работы и отсылки к советской классике. Живьем брать Бэтмена! Из минусов все остальное. Местами неестественный визуал, вторичный скучноватый сюжет про принцев и нищих и откровенно глупые сюжетные ходы. Что у него с глазами? Плевать, покажите мне лицо. Да что мы тут обсуждаем? Просто снять и все. Стоять! Эй, успокойтесь, мать вашу! Стоп, вы привезли его от места взрыва в полицейский участок, и только сейчас, когда Бэтмен очнулся, у полиции возникла мысль узнать, кто скрывается под маской линчевателя? Главный злодей, на мой вкус, тоже вышел невзрачным. Я хотел привлечь твое внимание. Ты тоже часть всего этого. Блин, я тебя знаю, ты же этот... кулинар с Ютуба. Пока я буду вести свой рассказ, мы с вами заготовим немножко баночек на зиму. Очень хорошая русская традиция, между прочим. Однако то, что практически не вызывало споров после фильма, это то, что настоящей жемчужиной проекта стал «Пингвин» в исполнении Колина Феррелла. Грим бесподобен, но об этом и так уже все сказали, так что не буду останавливаться на этом и по пятому кругу отлизывать гримером. Буду краток. Заебись! Заебись! Меня лично наряду с гримом безмерно порадовало прочтение героя. Такой Пингвин прекрасно бы нашел себя и во вселенной Нолана. Помню еще до того, как стал известен синопсис третьей части, саги о Темном рыцаре. Все гадали, кто же будет главным злодеем. И чуваки постили разные фанатские постеры. И мне тогда особенно запомнились постеры с Нилом Патриком Харрисом в образе Ридлера и с Филиппом Сеймуром Хоффманом в образе Пингвина. Помню, я тогда подумал, что у Пингвина-то есть потенциал в качестве злодея для триквела. Вопрос только в том, каким его показать. С тех пор, как сериал про Пингвина анонсировали, я с неподдельным интересом ждал релиза. Еще бы, сериал про то, как криминальный авторитет рвется к власти, без конца всех нагибая и манипулируя. Я вообще, как вы, наверное, заметили, большой поклонник проектов, где главный герой без конца переигрывает и уничтожает своих оппонентов. Так что я все еще не теряю надежду, что однажды мы увидим экранизацию этой леги. И тогда скажите, пожалуйста, знаете подсудимого? Оценки критиков и зрителей были просто очень комплиментарными. Даже больше, чуть ли не лучший сериал года, 10 из 10. Это... Да погодите вы же еще недавно про Фоллоч это говорили. Люди, следящие за проектом, стали кричать в один голос, что это не столько кинокомикс, сколько серьезное мрачное кино, больше похожее на «Сопрано» и золотую классику Скорсезе. Сериал определенно придется по вкусу, если вы любите Фрэнсиса Форда Копполу и Мартина Скорсезе, уважаете Тони Сопрано и Хайзенберга. Да, конечно. Мне вот всегда было интересно, люди, делающие подобные заявления, вообще смотрели «Сопрано»? Или один факт упоминания о нем дает тебе плюс 20 к ощущению себя гоблином? В этом нет ничего зазорного. Думаю, что предложи поклонникам Пингвина сериал действительно похожий на «Сопрано», у него вряд ли было бы столько почитателей. И дело не в том, что «Сопрано» плох, а «Пингвин» хорош. Просто это сериалы, рассчитанные на разные фокус-группы. «Сопрано» делает ставку на максимальный реализм. Как в жизни! «Пингвин» же в первую очередь пытается развлечь, подчас плюя на реализм и логику происходящего. И если начать задуматься над сюжетом, он рассыпается как карточный домик. «Сопрано» в первую очередь об отношениях между людьми, как внутри семей в прямом смысле, так и семей в переносном, криминальном смысле. Убийство и экшен в нем не то, что не первое, а даже не 10-е место. «Пингвин» же чистый экшен, сериал, где в каждой серии валят больше людей, чем в любом сезоне «Сопрано», кроме последнего. Для классических криминальных драм обычно характерно не быстрое повествование, охватывающее годы, а порой и десятилетия. «Пингвин» же охватывает какой-то смехотворный период времени. Сколько? Месяц? С каждодневным Мочиловым и скольжением по краю пропасти, чтобы аж дух захватывало. И здесь нет ничего удивительного.
удивительного, ведь первоочередная задача кинокомикса — развлекать. И если он с этим справляется, все замечательно. Фанаты сериала могут додумывать что угодно и сравнивать это шоу хоть со «Спасателями Малибу». Это всего лишь ничем не подкрепленные домыслы. Придираться я считаю совершенно бессмысленным. Так значит, вы все ж криминальная драма. Даже больше приземленная криминальная драма. Ну что ж вы так сразу не сказали? Тогда я думаю, что найду для вас пару слов. Предупреждаю. Это видео переполнено спойлерами сериала «Пингвин», поэтому если вы еще не смотрели «Пингвина», но хотите, это видео точно не для вас. Спойлеры «Сопрано» здесь тоже есть, но тут уж не обессудьте, финал сериала вышел 17 лет назад. Итак, сериал стартует в месте, где закончилась история оригинального фильма. А именно, город переживает последствия наводнения, устроенного загадочником. Прошла неделя с тех пор, как террорист по кличке Загадочник подорвал дамбу. Число погибших растет, а жители Готэма Чё там требуют по у другим городских каналам? властей... А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я посрал. Ничего нового. После смерти Кармайна Фальконе в «Бэтмене» титул босса семьи Фальконе должен унаследовать его сын Альберто. Стоп, что? Разве титул босса мафии передается по наследству? У Кармайна что, типа завещание было? Тебе там машина, тебе дача, а Альберто я завещаю преступную империю? Не, теоретически сын может стать боссом, если сын сам в авторитете. Но что делать, если сын, как в нашем случае, торчок и алкоголик? Что-то мне подсказывает, что итало-американская мафия такого точно не одобряет. Такое даже в каком-то сериале вроде было, но в каком? Ладно, неважно. Важно другое, что по логике шоураннеров руководить семьей Фальконе должен человек с фамилией Фальконе, ведь это же логично. Логично, но совершенно неверно. Вот Тони Сопрано, например, руководил преступной семьей Ди Мео, а до него семьей Ди Мео руководил человек по фамилии Април, что как бы намекает. Вот это все, вот и все, вот и думайте, ребята, вот, блядь, и думайте, кому это выгодно. Да и боссом Тони стал отнюдь не только потому, что это член сын члена. А потому что его уважали и его фигуру поддерживало большинство. Думаю, что стало с меньшинством, объяснять не нужно. К сожалению, Пингвин слишком быстро убивает Альберто, так и не дав нам насладиться управленческим гением этого юного дарования, чем запускает события в сериале. Боссом же семьи становится брат Кармайна Лука, который, со слов Пингвина, Сыкло ебучее, но меня слушает. Интересно, создатели хоть понимают, как работает организованная преступность и почему ее так сложно побороть? Потому что руководят преступными сообществами жесткие суровые люди, акулы, которые постоянно должны доказывать другим акулам, что они сильнее, иначе их разорвут. Не может там быть случайных пассажиров во главе, просто по определению из-за специфики бизнеса. Но Фальконе, наверное, самая либеральная преступная семья на свете. У них даже консильери Милаш. Джонни, Милош. Ладно, Милош на самом деле, что явно намекает на наличие у него славянских корней. Так что, наверное, можно присудить семье Фальконе премию в номинации «Широкий кругозор». Поздравляю, чисто Скорсезе. Джимми и я никогда не могли стать членами семьи, потому что у нас была ирландская кровь. Неважно, что моя мать из Сицилии, чтобы стать членом команды, ты должен быть стопроцентным итальянцем до 10-го колена. Но вот где либерализм семьи Фальконе проявляется на все 100 – похороны Альберто. На первом этаже дома Фальконе проводят похороны, а в подвале дома ожидает допроса взятый в заложники гангстер семьи Марони, из которого собираются выбить имя стукача, коим, конечно же, является Пингвин. Так вот, Пингвин беспрепятственно спускается к узнику, ибо спуск в подвал никто не охраняет. Заходит к нему, ибо у двери никто не дежурит. Убивает его ножом без перчаток, не запачкав себя ни капли крови. Подбрасывает нож другому мафиоза, сымитировав потасовку. Нож находят при обыске и, несмотря на протесты, невиновного расстреливают без суда и следствия, чем, конечно же, удовлетворяются, ведь предатель был вычислен и казнен. Да, тут, конечно, можно возразить, что охраны не было, потому что Пингвин растрепал, что София и вот этот вот лысый, которого замочили, действовали за спиной у Луки. Лука вызвал их, а лысый в это время охранял комнату с заложником. И поскольку он ушел, у Оза появилось время его убить. Бля, это еще тупее, если честно, чем было. Он с такой охотой оставил пост, потому что его Лука вызывает, что мне кажется, что если бы он ссал в этот момент, то пошел бы по коридору, поливая пол. Не, ну вот прикиньте, лысый охраняет человека Марони.
Марони, потому что только он может опознать предателя. К нему приходит Милош и говорит, мол, тебя босс зовет. Ну окей, зовет, тогда вот он пускай идет, а ты вставай на его место. Или приведи кого-то еще. Ведь то, что его Лука вызывает, не отменяет того, что этот человек знает предателя в лицо. Предателя, который здесь, на похоронах. А значит, он в смертельной опасности вне зависимости от того, вызывает кого-то Лука или нет. Или Лысый заблудится один. Милош такой, тебя Лука зовет. Он у себя на втором этаже, да я провожу, вместе-то поди веселее. А во-вторых, повторюсь, у них ничего не ёкнуло перед тем, как они его застрелили. То есть, по их версии, он стоял и охранял дверь, хотя уже убил человека. Слушайте, у меня вопрос на $1 миллион. А каким они видят его преступный замысел? София возвращается, хочет поговорить со свидетелем, а там труп. Кто заходил? А Лысый ей отвечает, никто. Сопрано какой-то. Знаете, что делает эту ситуацию наиболее абсурдной? Даже не то, что не организовав сходку, босс Лука Фальконе просто за здорово живешь грохнул своего человека. А они явно растут не на деревьях. Наиболее бредово здесь то, что цена этой ошибки еще больше трупов в его организации. Предатель-то все еще есть, и он будет продолжать вам гадить. Именно поэтому, кстати, в реальности все факты подлежат тщательному изучению. Такие как нож, показания свидетелей, записи видеокамер. Может, этот хрен на виду был все время и не имел возможности убить человека. А что, если нож, который вы нашли, вообще не является орудием убийства? Да и зачем убийце гулять с ножом в кармане? Он мог бы выкинуть его в ближайший цветочный горшок. А как вам то, что вы гуляли где-то 15 минут, пока дверь была без охраны? А что, интересно, будет, когда вы поймете, что ошиблись? Что предатель все еще жив и внутри вашей организации? Как ты объяснишь своим людям, что грохнул невиновного? Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Будут ли твои парни за тебя впрягаться в следующий раз, если они в легкую могут оказаться на месте этого невиновного? А что там у Тони, кстати? Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей. Это другое. Да, и Тони тоже приходилось валить своих товарищей. Но Пуса он убил, лишь получив 100% доказательств его вины, Тони Бландетто чуть не развязал войну между семьями, Крис был наркоманом, а Ральфи очень долго творил всякую хрень. Я замечу, что даже несмотря на наличие оснований, Тони всячески сторонился этих убийств и ни в коем случае не афишировал свою причастность к ним. Так что там, говорите, у вас на камерах слежения? То есть у вас на похоронах одного из самых значимых членов вашей семьи, где собрались вот все влиятельные люди в одном месте, нет камер слежения? Я, конечно, понимаю, что честные люди, такие как семья Фальконе, привыкли доверять людям. Но как вы живы-то до сих пор? Очень интересно. Давайте же познакомимся с их конкурентами, семьей Марони. Мне прям так нравится, как пингвин на голубом глазу втягивает семью Марони в кровавые терки с семьей Фальконе. Типа, я тут Альберто Фальконе завалил, ты ведь не против, если я скажу, что это ты? И Марони такой... Мне вообще похуй. Да даже если бы Марони действительно заказал Фальконе и забрал его перстень, выбор переключить стрелки на более подходящего кандидата в стане конкурента не то что не зазорный, а куда более разумный. Удержать семью от войны – наиприоритетнейшая задача босса. Об этом, кстати, почти весь сериал «Сопрано», если что. Какой тут может быть выбор, если под ударом либо все твои родные, либо жироба с сомнительной репутацией? Что ты выберешь? Перед тобой тонут деньги и ребенок, что спасешь? Но если этого ребенка не знаю, то, конечно, деньги спасу. Смотря, опять же, смотря сколько денег. Если там денег, хотя, подожди. Не, жиробас важнее, семья-то у меня большая. Единственное, чем пингвин подкупает Марони, информация о маршруте крупной партии наркоты. Но ведь данную информацию можно было бы получить, обнести колонну и после этого вломить пингвина с потрохами и чистой совестью. А налет тоже на Оза свалить. Он и парня вашего кончил, и наркоту, судя по всему, тиснул. Делов-то. Но Марони не так просты. Они решают сесть сразу на оба стула. Этот человек пес, но пса можно надрессировать. Они соглашаются на эту непонятную аферу, хотя, как по мне, ответ тут должен быть однозначный. Но вскоре понимают, что пингвин их пытается надуть. Как только ты вошел в Блэкгейт, я поняла, что ты мошенник и лжец. Ох, какая прозорливая. Между прочим, Сальваторе отказаться хотел, а ты его убедила. Они забирают наркотик у пингвина, взамен чего пингвин похищает сына Марони и требует обмен. И вот тут-то начинается настоящий трэш. Йоу, народ, мне привезли новую фишку от легендарного Чикано. Тадж Марони.
Наследник престола Саля. Кто? Вот этот вот тиктокер? Не, ну вы подумайте, и у этого наследник. Не, ну это зачет, я считаю. То есть боссом одной семьи должен был стать Синяк, а боссом этой тиктокер? А Бэтмен точно так нужен этому городу? Потому что под таким умелым руководством этим семьям остался год, ну максимум 2. Или Бэтмен боится кривляющихся подростков и тикток-челленджей? Странно, я думал, у него большой потенциал в этом. Ладно, а о чем это я? Ах, да, пингвин похитил сына Марони. Наш сын не какая-то пешка. Существует кодекс. Да неужели? Так, пингвин, не отнимай у меня реплики. Да неужели? А чего вы не вспомнили о кодексе, когда брали на себя убийство члена другой семьи? Но и это не главный прикол. Мы узнаем, что Сальватор-то никакой не авторитет на зоне и сидит, что называется, мужиком, потому что, когда на зоне сидит авторитет, а ты приходишь к нему пальцы загибать, происходит следующее. Лечь на пол! Стойте, на меня напали! Лечь на пол, быстро! На меня напали, помогите! Быстро руки за голову! Хорошо. Да, мы взяли его. Он у нас. В крайнем случае за пингвином могли бы просто проследить, но нет, как вошел, так и вышел. Да еще и чирик копу сунул, чтобы тот ночью пришил Марони. Это просто сопрано какой-то. Ой, мать вашу, сопранофилы недоделанные. Знаете, как сидят авторитеты? Ужин на тюрьме всегда был грандиозным событием. Сперва ели пасту, потом мясо или рыбу. Запах стоял на всю тюрьму. Надзиратели падали в обморок. Когда думаешь о тюрьме, представляешь картину, как в старых фильмах, с длинными рядами заключенных за решеткой. Но для мафиози все было иначе. Там было неплохо. Вот давайте пойдем простым логическим путем. Как мы знаем из Бэтмена, большинство копов в Готэме коррумпированы. А что это значит? Правильно, что они берут деньги. А у кого они могут их брать? Ну, либо у людей Фальконе, либо у людей Мароны, ну, или у кого-то более мелкого. Так вот, если они берут деньги у людей Фальконе или какой-то сторонней братвы, то почему Сальваторе еще жив? Ведь сунуть копу чирик можно было в любой момент, пока он сидел. А если Марони, то почему его так легко пырнуть? Но самое смешное, что после этого Марони оказывается на свободе. Он такой: «Привет! А я того копа убил и из тюрьмы сбежал». Хорошо, ты вышел из камеры. А как ты за пределы тюрьмы-то выбрался? Там же повсюду копы. Есть у меня, конечно, мыслишка. А как ты через проходную прошел? А кто тебе ворота открыл? А как ты с острова уплыл, на котором Блэкгейт стоит в конце-то концов? Обмен поставлен вообще по-дебильному. У пингвина сын Марони, человек-пингвина обезоружен, пингвин отпускает сына Марони к матери, но когда он доходит, пингвина пытаются убить люди Сальваторе. Однако пингвин с его товарищем валят всех, а пингвин сжигает жену с сыном Марони. Хуета. Ну, во-первых, попасть человека снизу сложнее, чем сверху, но тем не менее, в пингвина не попали ни разу, а он вынес сразу двоих. Марони что, взял на службу имперских штурмовиков? Во-вторых, чего ждал этот тормоз, держащий человека-пингвина на мушке? Если как только пошел замес, он должен был просто спустить курок, а не ждать, что его обезоружат. О чем он думал на летучке, когда план обсуждали? Вот из-за таких идиотов, как он, на совещаниях постоянно и спрашивают, все ли всем понятно. В-третьих, а куда еще подходил этот человек? Ему только и оставалось, что выстрелить пингвину в спину. А мог бы и не подходить даже, просто стрелять издалека, отвлекая внимание. Однажды имперцы бы попали. В-четвертых, что это за место? Встречаться надо на хорошо просматриваемой территории, чтобы не возникало вот таких вот ситуаций с потенциальной засадой. Свалка? Дайте-ка угадаю, это вы выбрали место. Ну и в-пятых, стоит чуть-чуть пролить бензин, что воняет на всю округу, а этого олуха пингвин смочил с головы до пят, а эта дура стоит, вцепившись в него. Погодите, он что-то мне сказать хочет. Ой, какой трэш, и это одна сцена. Это как в слове «еще» сделать 4 ошибки. Чувствуются какие-то нотки там Сопрано сериала, естественно, то есть это было вообще, по-моему, очевидно. Ну а мы переходим к самому интересному, главные герои. Зайдем с козырей. Пингвин. Справедливости ради надо сказать, что из сериала четко не следует, какое у Освальда происхождение. Ведь если он итало-американец, то непонятно, как он так близко подпустил к себе не итальянца. Про цвет кожи я даже говорить не хочу. Ты гуталин. Простите? Ну, черномазый, баклажан. Что с вами? Да ты вроде понял, что.
Твоя подружка, она напрасно привела тебя в наш дом. Хуй знает, о чем она думала. А если он американец, то как он вообще оказался в семье, да еще и правой рукой Дона? Рядом с ними пингвин, правая рука Кармайна Фальконе. Я его знаю. Тролль, лжец, манипулятор до такой степени, что понять, как он вообще остается в живых, каждый эпизод невозможно. Первая серия. Должны были убить, но его юный друг выполнил свою часть плана, хотя мог бы этого и не делать. Вторая серия. Должны были убить, но он чудом заболтал людей Марони. Третья серия. Должны были убить, но Вик решил ни с того ни с сего вернуться. Пятая серия. Должны были убить при обмене. Мне продолжать? Некоторые его чудесные спасения выглядят в плане правдоподобности настолько жалко, что их обсуждать, что избивать лежачего. О какой серьезности вообще можно заикаться, когда видишь подобное? Сука! Остановить! А, да, иду. Да это же настоящая легенда. Пророчества говорили о виртуозном игроке на роялях в кустах, но не думал я, что мне доведется увидеть его воочию. Отдельного упоминания заслуживают их Софии прогулки по Чайнатауну с попытками зайти на наркорынок через китайцев. Но знакомый есть только у Оза, да и тот, которого он уже успел кидануть. Да, здесь потребуется переговорщик от бога. Дармаму? А нет, погодите, Оз сейчас сам все разрулит. Я ж тебе сказал, без денег не приходи. Линк, я элитного бухла притаранил. Мое лучшее. Я отправил тебе фуру сигарет. Где моя доля? Брось, если б ты реально злился, сразу вкатил бы мне пулю. Вот так эта сцена должна была бы закончиться, если бы мы смотрели сериал «Сопрано». Пингвин будто знает, что заговоренный, потому что сначала уважаемые люди подсылают пешек, особенно если имели непонятки в прошлом. Комбинации пингвина настолько незатейливы и одновременно сложны в исполнении, что просто не могут работать, но работают. Он как орк из Вахи, просто верит, и оно работает. И все? Просто верить. Этого вполне достаточно. Это ж буквально как с болезнями мистера Бернса, который болеет всеми возможными болезнями, но именно из-за этого он фактически бессмертен, потому что болезни постоянно соревнуются, кто убьет его первым. А как вам то, что преступный авторитет вроде пингвина начинает якшаться с каким-то рандомным заикой, чья семья пострадала во время потопа, устроенного загадочником? Пингвин тут же посвящает его в то, что убил одного из самых влиятельных людей города. Пингвин знает его всего один день, и уже, пожалуйста, тебе тур по лаборатории наркокартеля и знакомство с матерью. На второй день так и вовсе пингвин доверяет парню свою жизнь, хотя никакой уверенности в том, что он сделает все как надо, у пингвина нет. На третий день Оз открыто обсуждает с ним дела семьи и рассказывает тому, что происходит за закрытыми дверями. На четвертый день парень отказывается уехать со своей девушкой и рискует своей жизнью ради пингвина. Да это буквально самые динамично развивающиеся отношения после отношений Кумара с пакетом травы. Черт, да я теперь начал задумываться, совпадение ли то, что премьера сериала состоялась в сентябре. О самом Викторе тоже есть что сказать, но прям совсем немного. По сути, вся его история о том, как он еще вчера с запорожцев снимал зеркала, а сегодня стал приближенным к криминальному авторитету. Его роль мог выполнить любой рандомный статист из приспешников Пингвина. У Пингвина за столько лет в мафии должны были появиться свои сотрудники месяца. Оставлять человека, которого видишь впервые в живых, после того, как вы вместе избавились от трупа, это даже не бессмысленно. Это пиздец насколько опасно. А вот что было по-настоящему бессмысленным? Убийство Вика в конце. То есть у этого поступка смысл-то был, но не практический, а художественный. Мол, гляньте, как Вик за эту сволочь жопу рвал, а тот его убил без какой-либо причины. Ну, браво, чё. Оскара, Оскара! Практический смысл заключался бы в использовании этого дурачка и дальше, а убить его всегда успеется. В конце концов, он и своей смертью может пользу принести. Чё ресурс зря растрачивать? Вот вам Скорсезе, если мне не верите. Ты помнишь того парня? Мы о нем говорили. Ты знаешь, о ком я? Да. Парень оказался стукачом. Как только его прижали, он сразу запел. Но я знаю, где он прячется сейчас. Угу. Ты понимаешь? Джимми никогда раньше не предлагал мне убить кого-то. А теперь он просил меня поехать во Флориду и убить человека.
Именно тогда я понял, что из Флориды мне не вернуться живым. И вот, кстати, Вика ос убил, а Софию оставил в живых? Это, простите, зачем? Чтобы повесить на нее всех собак? А не логичнее ли было повесить всех собак на ее труп? Тогда бы и дело было сделано, и на одного человека, который хочет тебя убить, стало бы меньше. Да и то, как это поставлено, тушите свет. Знаете, у меня есть вопросы, даже когда Бэтмен так делает. Но поверить в то, что 120-килограммовый хромоногий хряк просто испарился... Абра-кадабра. Ух ты, а где же он? И правда, испарился. Вот так иллюзионист, вот так фокусник, той чихан. София Фальконе, несомненно, заслуживает своей минуты славы в этом ролике. История нам рассказывает, что она была правильной девушкой. Меценатка, правдоруб. Комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица. Начнем с того, что изначально Кармайн хотел, чтобы она стала боссом семьи, а не Альберта. Чё? Каким еще боссом семьи? А Кармайн-то это... Как его? Она же явно не в теме. Как он видит сходки с ее участием? Я здесь представляю мистера Витти как его консиглиери. Консильери. В целом, София очень неплохой персонаж, на мой взгляд, даже лучший в шоу. Кстати, интересный женский персонаж в шоу про мужика – это, на мой взгляд, большая редкость. Но она, как и все в этом шоу, страдает от чрезмерного избытка реализма. Как можно определить убийцу в дурдом без суда? Суд не признавал ее невменяемой. А это что значит? Что ее место на нарах. Хотя на самом деле это не очень большой косяк. То, что хотели показать, показали. А то, что сократили дроби, невелика проблема. Что является реально большим косяком – похищение Софии и матери пингвина. Пингвин возвращается и находит Вика на полу с раной на голове. На вопрос, что случилось, Вик объясняет, что София оглушила его и забрала мать. Чтобы что? Почему в этой квартире валяется Вик, а не тусят два амбала и не поджидают пингвина? Ведь он же, очевидно, еще вернется. А сделано это, видимо, для того, чтобы у пингвина, пока за ним идут, было время послать Вика за помощью. Ну, конечно, надо же дать фору, а то же не спортивно. Вот это сопрано. Несмотря на то, что очевидно персонаж Феррелла, заглавный герой этой истории, сюжет Софии кажется мне драматичнее, оттого и интереснее. Вот, кстати, да, если говорить об объективных плюсах сериала, то это драматическая составляющая. Маленькие истории о судьбе и разрушенных жизнях, история о детстве пингвина, племянницы Софии, жизни Виктора до наводнения поставлены действительно добротно. Сразу видно, что создатели действительно знают толк в создании гнетущей безысходной атмосферы. Хотя, конечно, есть высоты, которые еще никому не удавалось взять. Небо пылинками звезд, и выгнутся ветки упруга. Тебя я услышу за 1000 верст. Мы долго где-то друг друга. Может, черт с ними, с рассказами о приземленности на каждом углу. Зачем пытаться с двух ног зайти в мир, в котором вы ни хрена не смыслите? Наверное, поэтому эта версия Бэтмена мне и кажется такой странной. Он слишком нереальный, чтобы претендовать на серьезность, но слишком серьезный для того, чтобы ощущаться фантастикой. Да и какого-то черта сериал «Пингвин» и фильм «Бэтмен» как будто существуют в параллельных мирах. Ладно, вы не смогли убедить Джона Туртура сыграть Фальконе во второй раз. Но где в этом сериале Бэтмен? Ну хотя бы в качестве камео. У него война банд на улицах, людям пальцы отрезают и на столбах вешают. А у Брюса Уэйна что, билеты на Багамы были как раз на эти даты взяты? Бэтмен не то что не присутствует, он даже не упоминается. Мафиози обсуждают что угодно, кроме угрозы Бэтмена, хотя очевидно, что это все равно дополнительные препятствия при ведении бизнеса. В целом, «Пингвин» нормальный сериал, я бы даже сказал, что хороший, благо сравнивать у нас теперь есть чем. В нем отличный визуал, виртуозная игра актеров, сильная драматическая составляющая, но сценарий местами туп до неприличия. Я уж молчу, что можно было подтянуть к созданию консультантов по криминальным вопросам, как делали в «Сопрано», но у авторов же, похоже, даже нет банальной насмотренности в том жанре, в котором они пытаются работать. И здесь даже не списать на кинокомикс, потому как сюжетные ходы а-ля Марони как-то за кадром из тюрьмы сбежал не объяснить ничем, кроме ленивого сценария. Подводя итог, могу лишь сказать, что если вы любите криминальные драмы, то к вашему распоряжению все еще «Сопрано», «Славные парни», «Отступники», «Казино». «Крестный отец» тоже можно посмотреть, но в нем куда больше допущений. А этот сериал, не знаю, зовите его криминальной драмой, если хотите, просто очень посредственной. Но лучше, если вы все же фанат кинокомиксов, иначе на волне рекламной кампании и после просмотра «Сопрано» можно испытать лютейший когнитивный диссонанс.
Ну а наш сегодняшний экскурс в криминальную иерархию Готэма Мэтта Ривза подошел к концу. Если есть что сказать, пиши комментарий. Если понравилось, будь другом, поставь лайк. Если хочешь получать уведомления о появлении новых видео на этом канале, подпишись. Там вот кнопочки есть, я думаю, разберетесь. А с вами я прощаюсь до декабря, наверное, уже. Я так точно буду здесь, ну а вы тоже приходите. Обязательно что-нибудь еще обсудим. Остаемся на связи. Всем пока.